Всем привет! Меня зовут Михаил, я являюсь геймплей-программистом и Unreal Engine ментором. Эту задачу я действительно получил на техническом интервью. По условиям задачи у нас есть персонаж, у нас есть болото, которое замедляет его, и есть враг, который накидывает временный дебаф скорости. Казалось бы, пара переменных и все готово. Но через несколько новых эффектов у нас все превращается в помойку. В болоте ли, отравлены ли мы, есть ли у нас ускоряющие ботинки, действует ли на нас ускоряющая аура какая-то, есть ли у нас другие иные замедляющие эффекты. Нам придется плодить бесконечные ветки бранч, и такая логика быстро начнет превращаться в спагетти, ломаться при выходе из триггеров, и ее очень сложно масштабировать. Сегодня я покажу решение на основе Data Assets и переиспользуемого компонента. Но сначала давайте посмотрим, что у нас получится в конце. Нажимаем play. Персонаж имеет базовую скорость 600. Есть ускоряющая платформа на 150 единиц, то есть он ускоряется у нас, пока находится на платформе. Вышел, получил стандартную скорость. Есть болото, зайдя на которое мы получаем минус 50% скорости, то есть болото снимает половину, потом добавляется 150. Если же мы зайдем на зону двух болот, чтобы два болота пересекались, мы все равно получаем только половину скорости. Вышли 600, зашли 300, неважно какое количество болот на нас стакается, только одно из них работает. И если мы получим ядовитый плевок, вот у нас красный снаряд его символизирует, он обновляет время действия, то есть у нас минус 20, находясь в болоте. Выходим из болота, у нас минус 20 от стандартной скорости. Ждем 10 секунд, и у нас скорость восстановится до, опять же, дефолтной, как только таймер закончит свою работу. Давайте разберем, как построить такую систему с нуля. После просмотра этого видео вы сможете определять, когда стоит использовать Data-Driven подход, создать систему модификаторов скорости на базе Data Assets, реализовывать временные и постоянные эффекты, построить переиспользуемый компонент для игрового процесса. В данном примере я использую Unreal Engine 5.8. Проект создан на основе third-person шаблона. Сама система будет максимально модульная, поэтому давайте начнем с того, что создадим под нее отдельную папку и назовем ее Speed Modifier System. Папку можно покрасить через Set Color. Например, такой цвет. Шаг первый. Опишем структуру необходимых данных. Заведем папочку Data. Внутри нее заведем папочку Enum. Нам нужно разделять фиксированное изменение скорости и процентное. Минус 20 метров в секунду и минус 50%. Заведем энумератор. Раздел Blueprint и Enumeration. Назовем его Modifier Type. В энумераторе у нас будет два значения. Additive и мультипликатив. Для фиксированных изменений и для процентных. Сохраняем. Второй критически важный шаг — определить правила наложения, стакирования эффектов. Как система должна реагировать при повторном наложении подобного эффекта. Заведем еще один энумератор. Снова идем в раздел Blueprint, Enumeration. И назовем его префикс E Stack Policy. В нем уже будет три значения у нас. Уник для эффектов, которые применяются только один раз. Например, наше болото. Стек для стакающихся эффектов, которые усиливают действие друг друга. И refresh для эффектов, которые просто обновляют действие. Например, время, какое-то проклятие от врага.
Очень важно определить эти правила заранее. Если геймдизайнер потом переобуется, нам придется изменять значительную часть системы. Скрываем лишнее. Теперь создадим каркас для наших эффектов, некий шаблон. Создадим папку, назовем ее Data Assets. Внутри нее правой кнопкой мышки новый Blueprint класс. Все классы раскрываем и ищем здесь Primary Data Asset. PDA Speed Modifier. И зададим его наполнение. Для этого нам понадобится объявить внутри него 5 переменных. Modifier ID с типом Name для определения уникальности эффекта. Это позволяет понимать системе, что два разных источника могут накладывать одинаковый тип модификатора. В продакшн проекте вместо Name можно использовать Gameplay Tag. Так, Modifier Type. И именно здесь мы выбираем наш enum. Modifier Type. Dальше у нас следует Value. Некоторая мощность, сила нашего модификатора с типом Float. Duration. Время действия нашего эффекта тоже с типом Float. Скомпилируем, чтобы можно было задать время действия. И, например, напишем -1 по умолчанию для эффектов, которые у нас не имеют времени действия. И Stack Policy. Где мы указываем как тип наш второй энумератор Stack Policy. Compile. Отлично. Шаблон готов. Скомпилировали. Сохранили. Чтобы не сохранять каждый раз, можно выставить вот здесь у нас через 3 точки сохранять, если компиляция успешна. Скомпилировали, оно автоматически сохранилось. Теперь на его основе создадим 3 реальных ассета данных. 5.8 нас интересует раздел Data. Data Asset. И ищем здесь наш Speed Modifier. На его основе создаем первый Data Asset. Swamp. Болото. Болото у нас имеет ID Swamp. Оно у нас мультипликатив. Сила у нас 0.5, то есть дефолтная скорость у нас как единица, как целое. Болото снижает скорость наполовину, на 50%, поэтому 0.5. Duration, время мы устанавливаем -1, так как болото у нас бесконечное. И Stack Policy у нас уникальное. Только одно болото одновременно может влиять на скорость. Сохраняем. Чтобы сэкономить время, можно его просто задублировать. Duplicate. Второй мы назовем Poison. Некий яд, снижающий скорость персонажа. Меняем ID. Это у нас уже аддиктивное, то есть оно вычитает какое-то конкретное значение. Например, -20. И имеет время действия. Время действия у нас 10 секунд. При накладывании второго эффекта мы будем обновлять. Refresh. Сохранили. Создаем еще один дубликат и назовем его Speed Up. Это некоторые ботинки скорости, допустим. Они же у нас будут наоборот увеличивать скорость на 150. Действовать будут бесконечно. Являются уникальным эффектом, например. Давайте стакающимся. Это же предмет, да, у нас могут быть ботинки скорости, перчатки скорости и так далее. Аддиктивный. И как модификатор впишем Speed Up. Сохраняем.
Закрываем. Обратите внимание, ассеты у нас содержат только данные. Никакой логики мы здесь не писали. Это позволяет геймдизайнеру создавать новый тип модификатора и регулировать его силу, продолжительность без вмешательства в код. Во время игры нам понадобится как-то где-то в чем-то хранить список наших активных эффектов, поэтому заведем еще одну папочку, которую назовем Structs. И небольшая неточность. Я папку enums назвал чуть-чуть некорректно. Давайте добавим ей букву S в конце. И самое важное, что если мы что-то переименовываем, перемещаем, то обязательно делаем правой кнопкой мышки Update Redirector References. То есть здесь он нам сообщит, что наши объекты были перемещены из одной папки в другую. То есть наша структура папок выглядит именно как Data Assets, Enums и Structs. Идем в Structs и создадим структуру. В разделе Blueprint ищем Struct, назовем ее F Active Modifier. Открываем. По умолчанию нам сюда уже зачем-то добавили булевую. Нам будут нужны 3 поля. Это Modifier Type. Сам эффект с типом, соответственно, Speed Modifier. Speed Modifier. Второй у нас будет Source Actor. Это сам актор, который применил на нас этот эффект. Например, болото, да? Поэтому нам достаточно просто актор, Object Reference. И третье это время. То есть Time Remaining, оставшееся. Время действия эффекта, оставшееся, с типом Float. Сохраняем. Зачем нам вообще источник эффекта? Представим ситуацию, что болот может быть несколько. Игрок сразу стоит в 2 болотах, в 3, в 4. Тип эффекта у них будет одинаковый. Но источники будут разные. Поэтому мы сможем добавлять новый источник или удалять тот, из которого мы вышли. Сохраняем, закрываем, переходим к самой логике. Чтобы не перегружать нашего персонажа, и система продолжала оставаться модульной, мы создадим компонент. И именно в него поместим нашу логику. Создаем папку новую, называем ее Blueprints. Внутри нее создадим еще одну, которую назовем уже Components. И уже внутри нее Blueprint класс Actor компонент. Назовем его BPC Speed Manager компонент. Speed Manager компонент. То есть компонент управления скоростью. На событие BeginPlay получим владельца нашего компонента Owner. Get Owner. У него мы получим Get Component by Class. То есть получим компонент какой-то по классу. Нас интересует Character Movement компонент. И если он валиден, сохраним его в переменную Promote to Variable. Дадим какое-то название Char Movement Component. И из него нам надо будет также сохранить дефолтную скорость персонажа. То есть какая у нас скорость у персонажа является по умолчанию. Поэтому сделаем get max walk speed. И тоже сохраним в переменную. Вытягиваем promote to variable. Default speed. Помимо скорости нам еще нужно хранить
массив наших модификаторов скорости. Active Modifiers. И тип как раз будет нашей структуры Active Modifier. F Active Modifier. Но это массив, поэтому нам надо не забыть переключить array. Не одиночная переменная, а именно массив активных модификаторов. Добавим наш компонент на персонажа. Нас интересует World Setting. Здесь у нас есть Blueprint, GameMod, и внутри него есть указанный Default Pawn класс. Нажав лупу, мы его найдем, открываем, нажимаем AD и добавляем Speed Manager Component. Speed Manager Component. Теперь наш компонент является частью персонажа. Закрываем персонажа и немного магии. Основные функции я написал заранее, чтобы мы могли сосредоточиться на самой логике. Начнем с Find Modifier Index. Она позволит нам не дублировать логику в различных местах. Мы будем искать индекс нашего модифайера по источнику и по дате его, то есть по его типу. Соответственно, у нас здесь тип входящих данных Actor и Speed Modifier Type. А возвращаем мы Array Index. Под каким индексом в нашем массиве активных модификаторов лежит нужный нам модификатор. Если такой не найден, будет возвращать -1. Функция Recalculate Speed поможет нам рассчитать новую скорость нашего персонажа. Мы проходимся по массиву активных модификаторов, проверяем, чтобы он не являлся уникальным. Если же он уникальный, то мы добавляем его в локальную переменную User Modifiers ID с типом set. И в зависимости от энумератора Modifier Type, аддитивный, мультипликативный, в локальные переменные будем суммировать значения для изменения. В additive sum аддитивные, мультипликативные в мультипликатив multiplier. Важно, что multiplier у нас по дефолту имеет значение 1, чтобы мы нечаянно не умножили скорость на 0. Рассчитываем новую скорость, применив к скорости по умолчанию default speed, да, применив мультипликатор и применив аддитивный. Важно, что скорость у нас не может быть ниже 0, поэтому ограничиваем ее через max. Apply speed берет наш movement компонент и значение, которое возвращает recalculate speed, устанавливает в качестве max walk speed. Важно, что функция recalculate у нас помечена галочкой pure, поэтому она такая маленькая. Переходим к самому интересному, то есть у нас есть функция добавления модификатора. Функция addModifier имеет входящие данные у нас, источник и modifier type с типом как раз Speed Modifier. Сначала проверяем входящие данные, ищем индекс эффекта, если такой существует. Дальше логика зависит от энумератора. Stack Policy. Уникальный эффект у нас стакающийся или обновляемый Refresh. Если он уникальный, выходим из функции. Если он стакается, то добавляем его в массив. Если Refresh, то обновляем время действия в нашем случае. И обязательно после изменения массива активных модификаторов пересчитываем, применяем скорость движения новую. Remove Modifier построен аналогичным образом. Проверяем на валидность, находим индекс нужного модификатора. И если такой обнаружен, то удаляем его из массива. Так как мы изменили состав активных модификаторов, обязательно применяем скорость. У нас есть модификаторы, которые тикают какое-то время, живут на персонаже. Поэтому нам понадобится функция Modifier Tick, в которой мы будем проходить по массиву. Важно, что будем проходить его reverse, задом наперед. Потому что мы будем удалять из массива, чтобы у нас нумерация не слетела, поэтому используем реверс. У временных эффектов мы уменьшаем время их действия.
Постоянные же эффекты, например, болота, имеют duration -1, поэтому мы их игнорируем, делая проверку на больше нуля. Если происходили какие-то изменения у нас в количестве эффектов, то локальная булевая переменная нам поможет в конце пересчитать скорость. И важно добавить вызов нашей функции modifier_tick на event_tick. Так как нам не нужна покадровая точность в данном случае, мы можем уменьшить количество срабатываний тика, время его срабатывания изменив. Класс defaults и поставим, например, 0.1. То есть таким образом у нас будет 10 раз в секунду пересчитываться на скорость персонажа. Этого будет достаточно. В продакшн же сценарии можно такой тик заменить на таймер, который будет работать только в случае, если есть временные модификаторы. И добавим printString, чтобы мы могли следить за скоростью нашего персонажа. Append, чтобы было понятнее, speed. Укажем ключ, чтобы у нас экран не загрязнялся дебагом. И время пускай будет 5 секунд. Так, где мы возьмем нашу скорость? Мы ее возьмем из функции recalculate speed. Естественно, дебаг надо не забыть убрать после того, как мы все оттестируем. Скомпилировали. В итоге мы имеем компонент, который у нас следит за активными модификаторами, пересчитывает время ограниченных по времени модификаторов и управляет скоростью персонажа в зависимости от списка модификаторов. Чтобы не тратить время на рутинную настройку, эти акторы я тоже подготовил заранее. World Actors. Прототип пули, спавнер пуль для врага, да, ускоряющая площадка, имитирующая надетые скоростные ботинки, и болото. Посмотрим, как они устроены, да, то есть Poison Projectile у нас состоит из сферы, установленной корневым компонентом, да, сфера. Важно, что у нее настройка коллизии должна быть overlap, то есть она пересекается с чем-либо. Projectile Movement компонент заставит нашу сферу двигаться. Не забываем установить скорость движения, Initial Speed. И вся логика очень простая. Если с кем-то наша пуля пересекается, и у него есть компонент Speed Manager, то мы добавляем modifier Poison. Как источник мы берем владельца нашей пули, нашего ядовитого снаряда, потому что один владелец, один монстр может порождать некоторое количество пуль, большое количество пуль. И таким образом владелец у них у всех будет одинаковый, овнер, и поэтому мы именно его владельца используем как источник модификатора. Вместо монстра я создал простенький спавнер с таймером, то есть здесь стрелочка для определения местоположения в мире. И на Begin Play заводим таймер каждые 3 секунды, создавать новый projectile. И устанавливаем ей время жизни 3 секунды, чтобы она бесконечно не летала у нас по экрану. Ускоряющая площадка представляет из себя цилиндр, окрашенный в какой-то красивый цвет. На Begin Overlap мы точно так же берем компонент, если он валиден, то добавляем modifier. Если у нас закончился overlap, end overlap происходит, то мы удаляем модификатор за собой. То есть модификатор у нас здесь стоит speed up именно. А важно, что у цилиндра тоже должна стоять коллизия overlap all. Болото является точно таким же. У него есть цилиндр, покрашенный в другой цвет. У него есть событие begin overlap, событие end overlap. Добавляем модификатор, удаляем модификатор. Но здесь у нас уже идет пресет swamp, болото. Разместим на карте. Можно его сделать побольше. 3 раза. Зажимаю Alt, перетягиваю, чтобы у нас была зона пересечения двух болот. Чуть пониже его сделаем. И давайте добавим сюда же площадку нашу ускоряющую. Ее сделаем чуть повыше, чтобы не мерцало. Разместим спавнер пулек где-нибудь на высоте, допустим, повыше можно. Так, сохраняем Ctrl-Shift-S, либо Save All и пытаемся поиграть.
заходим, у нас 750, заходим в болото, чтобы у нас пересекалось, да, то есть скорость стала 450. Мы находимся одновременно на ускоряющей платформе и в болоте. Ускоряющая платформа нам дает плюс 150 к скорости, болото вычитает 50%, то есть минус 300. Выходим с ускоряющей платформы, вот наши 50%. Попало у нас ядовитый снаряд, наша скорость убавилась на 20. Как только пройдет 10 секунд, скорость вернется к изначальному состоянию, к 300. Если пересекаются два болота, у нас продолжает висеть только один эффект, то есть мы теряем половину скорости. Выходим из болота, скорость восстанавливается. Так, ловим снаряд, у нас 580 скорости, заходим в болото, 430. При этом снаряды, которые у нас новые попадают, они обновляют именно время действия эффекта, а не складируются. Если же снаряды должны работать как-то иначе, например, у нас геймдизайнер передумал, и теперь они делают не рефреш, а стакаются, то, зайдя под снаряды, мы увидим, как у нас будет уменьшаться скорость. 280, 260, 240. И можно видеть, как каждый снаряд у нас тикает 10 секунд, он с нас спадал. Эффекты не конфликтуют, математика работает идеально, а итоговая скорость всегда корректна. Суть data-driven подхода в том, что мы полностью отделяем данные от логики, чтобы добавить какой-то новый эффект, изменить работу какого-либо из эффектов. Не нужно лезть в код. Вся работа проводится именно в дата-ассете, который мы можем создавать новые, редактировать старые. Геймдизайнер это будет делать без нашей помощи спокойно. Логика компонента при этом остается неизменной. И именно поэтому теперь вы знаете, когда стоит использовать data-driven подход, как вынести игровые настройки в Data Assets, как реализовать временные и постоянные эффекты, как собрать переиспользуемый игровой компонент. Для небольших и средних проектов такого решения часто достаточно. Его можно расширить, добавив влияние на здоровье персонажа, на какую-то силу персонажа, выносливость, силу атаки и превратив его в полноценный статс компонент. На самом деле мы построили не систему изменения скорости, мы построили шаблон, который можно использовать практически для изменения любых характеристик персонажа. Ну а если вашему персонажу требуются более комплексные механики с сетевой репликацией, следующим логичным шагом станет изучение Gameplay Ability System GAS. Спасибо за внимание и до встречи. Пара-па-па.